Во время рыболовной экспедиции в Арктике команда корабля «Снежный лев» заметила нечто необычное — полярного медведя, плывущего к ним в открытых водах. Это было странное и тревожное зрелище, так как медведь не казался близким к крупным ледяным пластам, которые могли бы его поддержать. Волнение охватило команду, когда они заметили, что медведь начал следовать за их лодкой. Полярные медведи обычно являются одиночками и избегают контакта с людьми. Тем не менее, такой случай спровоцировал множество вопросов и беспокойства. Капитан Стивенс, опытный моряк, отслуживший много лет в этом суровом климате, понимал, что медведь, возможно, попал в бедственное положение, но в то же время опасался, что приближение человека лишь усугубит ситуацию. Он быстро собрал команду и отдал приказ спустить спасательное судно, чтобы обследовать ситуацию и принять необходимые меры. В команде собрались смелые, но настороженные. Некоторые из них обсуждали риск и возможность того, что животное может быть агрессивным. «Это может быть опасно, капитан», — заметил матрос Джейк, подавая сигнал тревоги. Однако другие члены экипажа с готовностью соглашались с необходимостью помочь этому великолепному существу. В их адрес раздавались шутки о том, что им нужно будет отпраздновать День медведя после его спасения, что помогало снизить напряжение обстановки. Капитан смутился, но понимал, что это лишь обманчивый способ справиться с беспокойством. Когда шлюпка была спущена в воду, команда с трепетом наблюдала за медведем, который приближался. Но вскоре их страхи немного утихли, когда животное оказалось рядом с лодкой. Оно издавало тихий рев, его выражение было беспокойным. Следя за медведем, команда заметила, что он изо всех сил старался не утонуть. Сильные лапы и когти помогли ему выбраться на борт, но медведь двигался очень медленно. «К счастью, он не намокнет», — пробормотал другой член команды, и несколько других сдержанно усмехнулись над этим комментарием. Капитан Стивенс подошел к краю лодки, оказавшись лицом к лицу с огромным полярным медведем. Животное встало на задние лапы, глядя на капитана и команду, издавая громкое рычание. Лоб капитана нахмурился. «Что он делает?» — спросил он, но команда оставалась молчаливой и озадаченной. Ясно было, что с медведем что-то не так. Полярный медведь продолжал издавать звуки, хотя его рев постепенно стихал. Неизвестно почему, но они продолжали движение на запад. Некоторые члены команды начали шептаться. «Может, он плывет к нам, потому что голоден?» Другие сомневались, не означает ли это, что истощенный медведь может быть опасен. Они наблюдали за животным и вскоре заметили, что медведь стал еще более взволнованным. Тогда капитан, осознав всю серьезность ситуации, отдал команду остановить корабль. «Остановите корабль!» — приказал Стивенс. Это произошло быстро. Вдруг медведь сделал то, чего никто не ожидал. Он прыгнул назад в воду и направился в ту сторону, откуда пришел. Это было странно. Они думали, что спасли его, а он внезапно покинул их. Возможно, ему нужно было отдохнуть после долгого плавания. Тем не менее, капитан чувствовал, что что-то упускает из виду, внимательно наблюдая за медведем. Пока большинство команды вернулось к своим делам, капитан продолжал следить за медведем. Но вместо того, чтобы уплыть от лодки, тот вдруг встал и начал оглядываться. Стивенс задумался о том, что именно может двигать этим животным. Это привлекло его внимание. Чему же медведь может учить? Полагаясь на многолетний морской опыт, он уже сталкивался с различными поведениями морских животных, но такого раньше не видел. «Может, он просто голодный?» — произнес кто-то на борту. «Неужели он считает меня или кого-то из нашей команды пищей? Если животное голодно, может, я мог бы бросить ему несколько рыб, которые мы поймали. Мы уже выполнили норму». Капитан быстро отправился в хранилище. Он вошел в морозильную камеру, схватил довольно крупный экземпляр рыбы и вернулся к борту корабля. Он знал, что медведь все еще сможет его услышать.
Однако, когда капитан бросил рыбу животному, произошло неожиданное. Медведь просто не отреагировал. Животное лишь косо посмотрело на рыбу, понюхало ее, а затем снова встало на задние лапы и зарычало. Лоб капитана нахмурился еще сильнее. Его любопытство росло. Если он не голоден, то что же ему нужно? Этот вопрос, возникший в мыслях капитана, расстраивал его, поскольку он хотел помочь этому великолепному существу, но был достаточно умен, чтобы не приближаться слишком близко к медведю. Нахмурив брови, он наблюдал за полярным медведем, который вдруг сменил тактику и начал стучать лапами о борт корабля, словно пытаясь привлечь внимание. Они понимали риски, которые принимали. Сначала его лапы скребли по металлическому корпусу, но вскоре это переросло в сильный стук. Что же хочет это животное? Капитан понимал, что ему нужно разобраться в этом. «Стюарт!» — воскликнул он, когда один из членов команды подошел ближе, глядя на полярного медведя, который находился всего в 12 футах ниже. «Да, капитан, чем могу помочь?» — спросил тот, не отрывая взгляда от медведя. «Принеси мне радио, хорошо? Или оставайся с медведем, внимательно следи за его поведением и докладывай мне. Нам нужно понять, что он хочет». Капитан заметил, как Стюарт побледнел. «Я принесу радио, сэр», — сказал он, стараясь сдержать заикание, и быстро ушел. Капитан ждал, пока Стюарт вернется, не отводя взгляда от медведя, который снова метался по плоту. Медведь даже ударил лапой по воде. «Возможно, он показывает им, куда идти», — размышлял Стивенс. Капитан не мог понять это поведение, зная, что полярные медведи, как правило, являются территориальными. Он знал о полярных медведях, поскольку они были его любимыми животными в детстве, но ни разу не сталкивался с таким поведением. К счастью, Стюарт быстро вернулся с радио. Капитан включил устройство и стал говорить, надеясь на быстрый ответ. «Это капитан с корабля «Снежный лев». Мы нуждаемся в помощи в связи со странным поведением полярного медведя». Конец. В открытом холодном океане его голос пронзил радиоволны, вызывая срочный зов. «О помощи! Это «Снежный лев». Прошу помощь по странной ситуации с полярным медведем», — сообщил он. Его голос звучал напряженно, проникая к ученым, которые могли бы расшифровать поведение медведя. За много миль отсюда, на исследовательском корабле «Арктический исследователь», доктор Лина и ее команда ученых насторожились при получении этого вызова. «Это может быть важно», — пробормотала она, поправляя очки, когда собирала своих ученых. Быстро они ответили на сигнал. Их любопытство пробудила информация о полярном медведе, действующем необычно. «Полярный медведь ведет себя странно», — обдумала доктор Лина, подавая свои указания команде. Ее сотрудники, состоящие из биологов и экологов, собрались вокруг, обсуждая возможные причины. «Это может быть связано со стрессом или чем-то необычным в его среде», предположил один из молодых исследователей. Члены команды арктического исследователя начали обсуждать, и вскоре доктор Лина отдала указание подготовиться к выходу к снежному льву. Палибу очистили, а штурман просмотрел протоколы безопасности. Экипаж, привыкший к непредсказуемости моря, чувствовал тревогу и волнение из-за предстоящей встречи с исследователями. Команда, занимающаяся подготовкой, обменивалась взглядами. «Что же этот медведь собирается делать?» — спрашивал один из матросов, в то время как другой поправлял кепку, замечая: «Я никогда не видел ничего подобного на море». Капитан Стивенс стоял у руля, глядя на ледяной горизонт, ожидая прибытия арктического исследователя. Он передал их точные координаты арктических вод. «Мы находимся на 74-35Н 50 ищущим диагвасу пештумом», заявил он, его голос дрожал от напряжения. Каждое произнесенное число казалось маяком, который ведет арктического исследователя ближе к загадочной и запутанной сцене среди ледяных просторов.
Доктор Лина задала ряд основных вопросов. Можете ли вы описать внешний вид и состояние медведя? Ее голос звучал явно, пробивая помехи. Есть ли у него признаки физического повреждения или стресса? Продолжила она. Ее вопросы создавали детальную картину беспокойства ученого, стремящегося оценить состояние медведя и его поведение. Его шерсть выглядит здоровой, и видимых повреждений нет, ответил капитан. Однако его поведение странное. Он продолжает вставать на задние лапы, издает громкие рева и настойчиво стучит по нашему судну. Капитан надеялся, что его внимание и детали помогут ученым составить гипотезы о странном поведении. Расстояние между судами постепенно уменьшалось, когда арктический исследователь приближался к снежному льву. Доктор Лина и ее команда готовили оборудование, полное ожидания. Полярный океан, казалось, задержал дыхание, ожидая разрешения загадки. На борту снежного льва. Экипаж тоже готовился к встрече с учеными. Они проверяли инструменты и освобождали пространство для исследовательской группы. «Может быть, они в конце концов поймут, что нужно этому медведю», заметил один из матросов. Ожидая их появления, атмосфера была напряженной. Чем ближе подходил арктический исследователь, тем больше ожидания проявляли экипаж и ученые. Команда, а также ученые искренне надеялись разгадать поведение медведя. Вскоре арктический исследователь пришвартовался рядом с снежным львом, и доктор Лина вместе с командой ученых поднялась на борт, имея специальное оборудование. Проведя оценку, они принесли камеры, бинокли и блокноты, готовясь записывать и анализировать поведение полярного медведя. Экипаж снежного льва с любопытством наблюдал за новыми исследователями. Когда команда подошла к краю корабля, они получили первый взгляд на полярного медведя. Он беспокойно шел по ближайшему куску льда, его белая шерсть ярко выделялась на фоне моря. Ученые тихо наблюдали, фиксируя каждую деталь медведя, обмениваясь взглядами, полными недоумения. Доктор Лина с интересом подняла бинокль, чтобы пристально изучить каждое движение медведя. «Обратите внимание на его позу и контакт глаз», прошептала она команде. Они записали заметки, пытаясь расшифровать поведение. Действия медведя, неуверенные, но целенаправленные, походили на форму общения, но его сообщение оставалось загадочным. Полярный медведь снова прыгнул в воду, а затем снова выбрался на лед, повторяя это несколько раз. Ученые и экипаж следили, не понимая, что значит все это. Он становится безотчетным, или это стресс, или что-то другое? Обсуждение развивалось среди членов группы. Вооруженные своими инструментами, ученые начали записывать движения медведя, ища объяснения, и доктор Лина управляла видеокамерой, фиксируя каждую деталь. Остальные записывали и комментировали возможные интерпретации происходящего. Каждый жест мог быть важным указанием о состоянии медведя. Доктор Лина подчеркивала, насколько важно тщательное наблюдение для понимания поведения медведя. Собравшись в полукруге на палубе, эксперты обсуждали возможные причины поведения полярного медведя. Это может быть связано с территориальными вопросами или может быть ответ на изменения в окружающей среде, размышляла доктор Лина. Команда продолжала изучать различные гипотезы, от стрессовых реакций до адаптивного поведения. Каждая гипотеза вызывала интерес, но ни одна не объясняла полностью поведение медведя. Среди своих наблюдений они отметили, что медведь несколько раз указывал в определенном направлении в море. «Он все время показывает туда», заметил один из ученых, указывая на горизонт. Эта повторяющаяся манера действий вызвала новые мысли среди группы. Возможно, медведь пытается обратить внимание на что-то важное. Ученые углубились в анализ действий медведя. Обратите внимание на частоту его действий и направления, в которых он поворачивается каждый раз, сказала доктор Лина, не отрывая взгляда.
Команда записывала эти паттерны, стремясь расшифровать более глубокое значение за повторяющимися действиями медведя. Каждое движение и звук, изданный полярным медведем, стали предметом пристального анализа. Команда обсуждала важность его рычаний, угол взгляда и даже ритм движения. «Каждое действие должно иметь смысл», — размышляла доктор Лина. Экипаж слушал внимательно, восхищаясь идеей, что поведение медведя может помочь разгадать его загадку. Несмотря на усилия команды, повторяющиеся действия медведя продолжали ставить всех в тупик. Казалось, он соблюдает какой-то паттерн, но его конечная цель оставалась тайной. «Нам недостает одной признала доктор Лина, ее недовольство становилось заметным. Команда разделяла недоумение, стремясь разгадать поведение медведя, и вдруг ученые сделали важное наблюдение. Полярный медведь оказался самкой. Это может свидетельствовать о материнском поведении, предположила доктор Лина, уточняя объектив для близкого взгляда. Эта возможность, что ее действия продиктованы материнским инстинктом, добавила новое измерение к пониманию поведения. Обсуждение приняло серьезный оборот, когда ученые подняли печальную возможность. «Может быть, она испытывает скорбь об утрате своих детенышей?» высказал один из исследователей. Его слова повисли в воздухе. Мысль о том, что необычное поведение медведя может быть результатом глубокой материнской печали, заставила их взглянуть на ее действия с сочувствием. Команда собралась вокруг графика, обсуждая влияние материнских инстинктов на поведение медведицы. Если она мать, ее действия могут быть защитными или даже просьбой о помощи, добавил другой ученый, погруженный в размышления. Идея о том, что они становятся свидетелями инстинктивного поведения медведицы, добавила новые уровни сложности к текущему анализу. Хотя медведь был определен как самка и потенциальная мать, точные причины ее поведения оставались неясными. Ученые продолжали наблюдать, и каждая ее реакция теперь воспринималась через материнскую призму. Но ответ, почему она так ведет себя, оставался недосягаемым. Загадка лишь углублялась, ставя под сомнение уровень местных знаний о полярных медведях. Под влиянием идей ученых капитан Стивенс принял решительное решение. «Давайте последуем за ее указаниями», — заявил он, меняя направление корабля. Снежный лев медленно изменил курс, следуя в направлении, которое, казалось, указывал медведь. Этот новый маршрут, определяемый постоянными жестами, стал новым этапом в их путешествии, полным надежды раскрыть тайну на море. Корабль под стойким командованием капитана следовал к тому направлению, которое указывал медведь. По мере разрезания ледяных вод возникало напряжение. Команда обменивалась взглядами, размышляя, что они могут найти на этом неизведанном пути, следуя указаниям медведя. Следуя за ними, медведь иногда оборачивался, словно удостоверяясь, что группа все еще следует за ним. Его присутствие напоминало, хотя и казалось загадочным, на фоне бескрайних арктических просторов. В течение дня группа вновь задумалась о печальной гипотезе. «Что, если ее детеныши погибли?» произнес один ученый, печаль звучала в его голосе. Темная возможность повисла в воздухе, когда они думали о том, как сильно такая утрата может повлиять на мать. Эта идея вызывала чувство уважения среди команды и исследователей. Когда снежный лев приближался к определенной области, поведение полярного медведя заметно изменилось. Он стал еще более взвинченным, быстрее шагая и издавая частые громкие рычания. Это изменение в поведении сигнализировало о том, что они приближаются к важному месту, имеющему для медведя большое значение. Наблюдатели на борту отметили явные изменения в поведении, которое стало более направленным, когда они приближались к конкретному месту в ледяной бездне. Измененное поведение медведя сигнализировало о том, что он пытается сообщить команде что-то важное. Экипаж «Снежного льва» почувствовал растущее понимание,
что они на грани открытия. Атмосфера на борту была полна сдержанного волнения и ожидания. Каждый метр приближал их к сердцу арктической загадки, и динамика группы возросла. Собравшись, экспедиция оказалась на краю важного открытия. В переговорной каюте команды «Снежного льва». Обсуждения заполнили атмосферу. Команда вновь ощутила значение медвежьих действий и их возможное значение для поиска. Ведущий климатолог поделился важным наблюдением. Есть идеи, что недавние дрейфы льда могут быть ответом этой загадки, предположил он, подчеркивая мысли, которые циркулировали в их головах. Эта теория состояла в том, что детеныши медведя застряли на дрейфующем льду, покинув основную стаю. Это предположение, учитывая все изменения, представилось убедительным объяснением поведения медведя. Команда вновь ощутила переживания медведицы. Ее детеныши в опасности. Этот сценарий соответствовал ее материнским инстинктам и агитации. «Она ищет помощь», — заключила доктор Лина, и эта мысль охватила всех. Идея о том, что медведь обращается к людям за помощью в столь сложной ситуации, была вдохновляющей и трогательной. Когда снежный лев приближался к намеченной области, воздух наполнился ожиданием командных усилий. Экипаж и ученые готовились, глядя на горизонт. Возможность раскрытия правды о действиях медведя и вероятной помощи в спасении усиливали дух команды. Неожиданно раздался крик с наблюдательного поста. «Движение на льду впереди!» — воскликнул он. Используя бинокли, команда заметила далекий кусок льда. Там была явная и заметная активность. Возможность, что это могли бы быть медвежата, вызвала надежду среди всех и подтвердила срочность их усилий. С увеличением усилий команда поняла, что медвежата действительно находились на куске дрейфующего льда. Маленькие медвежата выглядели застрявшими, подтверждая предположение о дрейфе, что и привело к успешному спасению. Это открытие добавило чувству ответственности и настоятельности. Поведение самки медведя теперь окрасилось новым смыслом, так как она вела их к своим детенышам. Время сжалось, каждая секунда была на счету. Мысли обменивались быстро, доктор Лина координировала усилия. «Подход должен быть осторожным, но быстрым», — акцентировала она. План включал использование ресурсов корабля и экспертизы как экипажа, так и ученых. Капитан Стивенс предложил идею. «Давайте использовать плот, на который забрался медведь», — предложил он. Снежный лев и арктический исследователь мобилизовали свои усилия, аккуратно маневрируя через ледяные воды к медвежатам. Задача была деликатной, требуя подходить близко, не пугая ледяную глыбу. Экипаж и ученые работали с точностью и осторожностью, стремясь сохранить материнский инстинкт. Как только они приблизились к льду, спасательная команда была готова. Благодаря спокойным движениям они смогли добраться до детенышей. Маленькие медвежата, хоть испуганные, но не пострадали. Команда закрепила каждого медвежонка на верхней части плота. Увидев, что ее детеныши в безопасности, медведица издала звук, представляющий собой смесь рычания и облегченного вздоха. Она, наконец, была снова со своими детенышами, и их сердца наполнились радостью. Этот опыт стал для всех уроком жизни и напоминанием о близости человека и природы. Каждый из членов команды осознал, что маленькие шаги могут привести к большим переменам. Все были объединены в этой важной миссии, которая связала их с миром дикой природы. Снежный лев медленно вышел из узкого курса, управляемый взаимопониманием и единством, в поисках новых горизонтов. Именно так эта история о полярных медведях и удивительных отношениях между человеком и природой нашла дом в сердцах тех, кто был свидетелем этого необычного момента. Помощь матерям и их детенышам, забываемые моменты вновь открыли глаза на настоящие ценности жизни.
Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!